Рада приветствовать всех любителей вязания. Чтобы связать красивую и стильную вещь, совсем не обязательно использовать сложные узоры и различные хитросплетения. Иногда самые простые приемы дают по-настоящему эффектный результат. И вот сегодня я хочу показать вам именно такой узор, легкий в исполнении, но при этом современный и трендовый. Его основа – это геометрия ромбов, которая всегда смотрится выигрышно в вязаных изделиях. Благодаря лаконичному рисунку такой узор отлично подойдет для джемпера, который вы сейчас видите на экране, свитера с высоким воротом из мохера, жилета, кардигана из шерсти или же невесомой нежной паутинки из кид-мохера. Одним словом, такой узор сделает модным и универсальным любое изделие, а вязать его сможет даже начинающий мастер. Еще этот узор можно использовать в виде каймы для изделия, которое будет связано просто лицевой гладью или же с легкими жгутами. Фишечка же самого этого узора заключается в наклоне убавляемых петель. Изменив наклон, в результате получаем узор с явно выраженными ромбами, каймой которых будет являться объемное убавление петель, что сейчас не очень актуально, а вот такая легкая, чуть расплывчатая геометрия именно то, что сейчас в тренде. Этот узор идеально подойдет как для изделия, которое вы вяжете снизу вверх, как у меня связан образец, также и от горловины. Он будет смотреться практически точно так же, и в изделии разница будет абсолютно не видна. А еще одна прелесть этого узора заключается в том, что такой простой рисунок очень легко вписать в любую конфигурацию изделия, будь то линия реглана или же полукруг по низу изделия. А за счет маленького раппорта узора в ширину его очень легко подогнать под нужный вам размер, что немаловажно для начинающих мастеров. Итак, давайте начнем. Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину и 34 ряда в высоту. Узор несложный, не имеет никаких особенностей при переходе от раппорта к раппорту ни в ширину, ни в высоту, поэтому сегодня я с вами буду провязывать один раппорт узора. Для этого я набрала 15 петель, 12 это петли самого узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Первый ряд кромочную я переснимаю и начинаю сразу с вязания раппорта узора. 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В этом узоре все убавления, как я уже говорила, они будут смотреть к накиду. Далее 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд я буду заканчивать одной лицевой петлей, это петля симметрии, и кромочной. Все четные ряды в этом узоре провязываются изнаночными петлями. Накид также провязывается изнаночной петлей. Я думаю, здесь сложностей не возникнет даже у новичков, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо к накиду. Далее 5 лицевых петель, 2, 3, 4,
5, 2 вместе лицевой с наклоном влево, также к накиду направление идет. Далее делаю накид и провязываю одну лицевую петлю. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю одной лицевой петлей симметрии и кромочной. А сейчас, пока вязала этот ряд, я вспомнила комментарий одной моей подписчицы, которая сказала, что вот у меня сложность возникает именно в провязывании накидов. Поэтому 4-й ряд я провяжу вместе с вами. Покажу, как провязываю я накиды. Кромочную я пересняла, до накида я вяжу все петли изнаночными. Вот дошла до накида. Он выглядит вот таким образом у меня на спице. В этом узоре, чтобы он был красиво и гармонично смотрелся, накид нужно провязывать открытой изнаночной петлей. Что значит открытой? Открытой — это когда у вас в итоге получается дырочка, потому что есть открытые петли и скрещенные. Вот так выглядит у меня накид на спице. Нить перед работой подхватываю за переднюю дужку, которая находится у меня перед спицей, и провязываю обычную изнаночную петлю. Накид сбрасываю. Вот у меня получилась открытая изнаночная петля. Далее вяжу изнаночные петли до следующего накида. Провязала все изнаночные петли, дошла до накида. Он у меня также расположен на спице. Петля перед работой, как при вязании изнаночные петли. И провязываю обычную изнаночную петлю. Вот так. Возможно, это будет полезно кому-то еще. Итак, далее вяжу я 5-й ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 3 лицевые петли, делаю накид. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, поменяла расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня, и провязываю их вот таким вот образом. Далее 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь на меня должна смотреть вторая дужка петли, то есть петли должны быть открыты. И провязываю их вот так. Далее делаю накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, повторяя с 1 по 12 ряд. Поворотные же ряды заканчиваются петлей симметрии, здесь это лицевая петля, и кромочной. 7-й ряд. Здесь будет начало вязания второго ромба, который находится внутри большого. Итак, кромочную я переснимаю и начинаю раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все убавления идут к накиду. Далее 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей, это петля симметрии, и кромочной. 9-й ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид. Далее мне нужно провязать вот эти 3 петли вместе одной петлей со второй центральной петлей. Чтобы не пользоваться дополнительными спицами и не крутить работу, выполняю я это следующим образом. Первые 2 петли я переношу на правую спицу, не провязывая. Далее за работой я подхватываю вторую петлю, обе петли спускаю и перед работой поднимаю правой спицей
вторую петлю, которую переношу также на левую спицу. После чего все эти 3 петли подхватываю и провязываю одной лицевой. Вот так это выглядит. Можете делать другими способами, кому как нравится и как удобно. Я показываю исключительно, как делаю это я. Далее накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 1 лицевая петля. На этом я закончила вязание раппорта узора. Ряд же заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 2, 3. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 3 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой и кромочной. В 15 ряду все петли провязываются просто лицевыми. Здесь нет ни убавлений, ни накидов. Итак, кромочная. И далее я вяжу 12 лицевых петель. Это петли узора. Все петли полностью лицевыми. На самом деле вот здесь можно не один ряд, а больше провязать или же вообще остановиться. Если это у вас кайма, то вот такой вариант каймы у вас получится такими галочками. Далее провязываю петлю симметрии и кромочную. Соответственно, 16 ряд, все петли я буду провязывать изнаночными. 17 ряд. Кромочную переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 3 лицевые, 2, 3. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 19 ряд. Кромочную переснимаю и приступаю к вязанию раппорта узора. 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево в сторону накида, талия накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, также наклон в сторону накида и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Заканчиваю ряд петлей симметрии и кромочной. 21 ряд. Кромочную я переснимаю. Далее 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 23 ряд, и здесь я начну вязать окантовку закрытия большого ромба. Итак, кромочная петля, я ее просто переснимаю. Далее 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 25 ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, и я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вы же провязываете в полотне 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, точно так, как провязывали, закрывая первый ромб. И только в конце ряда, задействуя петлю симметрии, вы провязываете 2 петли вместе. И ряд заканчивается кромочной петлей. 27 ряд. Кромочную переснимаю. Далее провязываю 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 29 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 лицевую, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6 и 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 31 ряд, точно так как и 27, начинается с провязывания 3 петель вместе. Но в начале и в конце ряда третьему убавлению нет соответствующей прибавки, то есть накида. Поэтому в начале и в конце ряда я провязываю не 3 вместе, а 2 вместе лицевой. Итак, кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 9 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, накид. Дальше в центре полотна вы провязываете 3 петли вместе лицевой со второй центральной петлей, как мы провязывали в первой половине раппорта узора. А ряд заканчиваете точно так, как я, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, задействуя петлю симметрии. И ряд этот будет заканчиваться просто кромочной. После 32 ряда 33 ряд провязывается полностью лицевыми петлями. И провязав раппорт узора в высоту с 1 по 34, вы повторяете вновь с первого ряда вязания и вяжете на нужную вам высоту. И вот такой узор у нас получился. В маленьком образце вы ромба не видите, потому что, чтобы его увидеть, нужно хотя бы еще пол раппорта провязать. Но общая картинка, я надеюсь, вас вдохновила для создания какого-нибудь интересного нового проекта. Всем хорошего дня и до встречи на канале!